Всем привет! Сегодня у нас школьная задача со звездочкой. Итак, дан прямоугольник. Давайте сразу дам буквы А, Б, С, Д. И в нем проведен отрезок АК. В полученную трапецию АК, СД оказалось, можно вписать окружность радиуса 6, а в прямоугольный треугольник АБК вписана окружность радиуса 2. И нужно найти площадь этого прямоугольника. Ну что, в школе задачи подразделяются, конечно, на какие-то учебные, простые, тренировочные. И вот задачи повышенной трудности. Иногда их называют задачи со звездочкой. Иногда они отмечены в учебнике, но иногда нет. Трудно определить сразу, какая это задача. Обычно, допустим, в учебнике Атанасяна это дополнительные задачи к какой-то главе. Ну вот, нужно решить эту задачу школьными способами, методами. А, Б, С, Д, К, ну и радиусы понятны. Я запишу, что r маленькое равно 2, а r большое равно 6. И нужно найти площадь этого прямоугольника. Сейчас буквально в 9 классе по некоторым учебникам и программам ученики проходят вписанные и описанные окружности. И поэтому мы просто напомним два факта, что радиус окружности, вписанный в прямоугольный треугольник с катетами А и Б и гипотенузой С, можно найти по формуле r равно А плюс Б минус С пополам. А если в четырехугольник можно вписать окружность, то справедливо равенство А плюс С равно Б плюс Д, где А, Б, С и Д – это длины сторон этого четырехугольника. Ну вот, используя эти два школьных факта, мы должны решить нашу задачу. Здесь есть такая интересная особенность, что вот BC и AD параллельны. Ну и этой парочки параллельных прямых касается некоторая окружность. Ну а диаметр этой окружности как раз и будет равен длине общего перпендикуляра этих параллельных прямых, верно? О, откуда следует, учитывая, что радиус-то у нас большой окружности 6, то это диаметр 12, а значит и сторона CD будет 12. Все, ширина прямоугольника известна, нужно искать длину. Чтобы искать длину, я приму БК за X, а КЦ за Y. Ну и, наверное, АК я еще приму за Z, чтобы использовать маленькие буквы. Вот нам известна формула. 1 радиуса окружности, вписанной в прямоугольный треугольник. Треугольник АБК прямоугольный. Радиус этой окружности равен 2. И к этому радиусу я применю вот эту формулу. Что я получу? Я получу, что r маленькое равно БК плюс АБ минус АК пополам. Ну, АБ у нас равно 12. Значит, я получаю БК, это Х, плюс АБ, это 12, минус АК, ну, я обозначил АК Z, все делить пополам. Но R-то мне известно, оно равно 2, получаю уравнение, вот с двумя такими переменными. Ни X, ни Z мне неизвестны, но я могу выразить Z через X. Что у меня получится? Четверочка равно x плюс 12 минус z. Я там где-то считал столбиком вычитания. Зритель смеялся, говорил, что я не гожусь на роль математика. Да, есть математики, которые блестяще устно считают, а есть, которые ужасно считают. Но я считаю среднее. Иногда просто придуриваюсь. Итак, мы получим x плюс 8. Согласны? Итак, z равно x плюс 8, поэтому я сотру z и напишу x плюс 8. X плюс 8. Итак, первый тайм мы уже отыграли. Кто-нибудь помнит, кто написал эту песню? Стихи и музыку. А кто спел и прогремел?
на весь Советский Союз. Первый тайм мы уже отыграли. Итак, теперь рассмотрим трапецию АКЦД. То, что трапеция это нам пока ничего не дает, а то, что это описанный четырехугольник, как раз дает возможность использовать нам теорему Q2 или второй факт. Получается, АК плюс СД равно АД плюс КЦ, верно? Верно. Я вот здесь черным напишу второе действие. Пусть это будет первое действие, а второе действие вот здесь. АК плюс СД равно КЦ плюс АД. АД отмечу при этом у меня равно x плюс y. Согласны? Согласны. Ну и что получается? АК это x плюс 8 плюс CD это 12 равно КЦ это y и плюс АД это x плюс y. Посмотрите, как здорово получается. Возможно, к этому можно прийти каким-то другим путем. X и x взаимно уничтожаются. Получается, что 2y равно 20. 2y равно 20 и y равен 10. Ну, здорово. Y 10. О, ну а как же теперь найти x мне? Ну вот, оказывается, мне удобно использовать для треугольника АБК теорему Пифагора. Места у нас маловато, но мы справимся. Какой мы цвет возьмем? А? Давайте возьмем... Нет, густо-зеленый не будет виден. Черный я использовал. Давайте коричневый. И вот здесь третьим действием я запишу, что для треугольника АБК я использую теорему Пифагора. Сразу ее запишу. Х в квадрате плюс 12 в квадрате равно х плюс 8 в квадрате. Возможно, это можно было сделать в начале, тогда не пришлось бы там сокращать эти х. Ну вот я как пошел, так и пошел. Ну что, у нас получается х в квадрате плюс 144 равно х в квадрате плюс 16х плюс 64. Не такая короткая оказалась задача, верно? Х квадрат взаимно уничтожается. Получается 16х равно 80 и х равен 5. О, здорово. Х равен 5. Ну, задачка решена. Повезло. Раз х 5, а y 10, то bc равно 15. Ну и уже нашим финальным, наверное, четвертым действием возьму жирный красный цвет, как обычно в конце, и скажу вот здесь, четвертым действием, мы найдем площадь нашего прямоугольника, она будет равна 15 умножить на 12. Так, ё-моё, а я не посчитал 15 на 12. И сейчас у меня возникнут проблемы, кое-кто начнет смеяться. Ну, давайте. 10 на 12 – это 120, и 5 на 12 – 60, 180. Видите, я справился, а вы говорили, что я считать не умею. Ответ 180, и задача решена. Напишу, как всегда, ответ 180. Присылайте свои решения, будет интересно. Я намеренно шел медленно. Конечно, оформлениями никакими я здесь не занимался. Важно было принципиальное решение. Пока, до новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков.